Всем привет, мои хорошие! Для приготовления этого вкусного блюда из рыбы нам понадобится 2 филе минтая. На филе делаем надрезы на расстоянии 1 см друг от друга, крест-накрест. Я больше не жарю рыбу. Дешево и вкусно для всей семьи. Запеченная рыба в духовке с овощами. Дешево, полезно и вкусно. Очень легко готовить. Не жарьте рыбу, попробуйте запечь ее по этому рецепту. Секрет в маринаде. Если у меня есть рыба, я запекаю ее так в духовке. Повара с ума сойдут от этого трюка. Я никогда не ела такой вкусной рыбы. Перекладываем рыбу в блюдо. Приготовим маринад. Нам понадобится 2 столовые ложки майонеза, 1 десертная ложка медовой горчицы, 3 столовые ложки соевого соуса. Добавляем 1 столовую ложку лимонного сока. Также нам понадобится 3 зубчика чеснока. Чеснок очищаем и мелко нарезаем. Добавляем в маринад. Теперь пол пучка укропа мелко нарезаем. Половину нарезанного укропа добавляем в маринад. Добавляем половину чайной ложки сушеного молотого имбиря и треть чайной ложки сушеного розмарина. Перемешиваем. Маринад готов. Смазываем филе рыбы маринадом с 2 сторон. Дорогие мои, для меня очень важна ваша обратная связь. Я очень стараюсь, чтобы мой видеорецепт принес вам не только пользу, но просмотр видео доставил вам эстетическое удовольствие и гармонию. Я стараюсь делиться с вами своим вдохновением и любовью к приготовлению вкусной еды. Если вам понравился рецепт, поддержите меня лайком, я буду вам очень благодарна. Для меня важно мнение каждого моего зрителя. Пишите свой отзыв о рецепте в комментариях и делитесь, пожалуйста, своим опытом, как любите готовить минтай вы. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видеорецепты. Оставляем рыбу промариноваться на полчаса. Пока маринуется рыбка, займемся овощами. Нам понадобится 100 грамм грибов-шампиньонов. Грибочки очищаем. Затем разрезаем пополам и нарезаем не очень тонкими пластинами. В сковороду вливаем 2 столовые ложки растительного рафинированного масла, добавляем 10 грамм сливочного масла, растапливаем, опускаем грибочки в сковороду. Теперь грибы солим по вкусу, я добавляю треть чайной ложки соли, перчим, перемешиваем и обжариваем до выпаривания жидкости и золотистости грибов. Пока обжариваются грибы, некрупным кубиком нарежем 1 репчатый лук. Периодически грибы перемешиваем. Также кубиком нарезаем 1 морковь.
Форму для выпекания смазываем 1 столовой ложкой растительного рафинированного масла. Перемешиваем лук с морковью. Перекладываем овощи в форму и равномерно распределяем. На лук с морковью выкладываем филе рыбы кожей вниз. На рыбку раскладываем обжаренные грибочки. Также нам понадобится 1 сочный спелый томат. Помидор разрезаем пополам и нарезаем не очень тонкими полукружочками. Раскладываем помидор на грибочки. Теперь помидор подсаливаем, накрываем форму фольгой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 25-35 минут. Смотрите по своей духовке. Пока рыба с овощами запекается, приготовим гарнир. Нам понадобится 4 картофеля. Картофель очищаем. И нарезаем скибочками. Доводим до кипения 1 литр воды, добавляем половину чайной ложки соли и отправляем картошку в кипящую воду. Ждем закипания и варим 2 минуты. Затем откидываем на сито, даем стечь в воде, пересыпаем картофель в миску, добавляем к картофелю 10 грамм сливочного масла, добавляем пол чайной ложки гранулированного чеснока, пол чайной ложки куркумы и пол чайной ложки сладкой копченой паприки. Добавляем оставшуюся половину нарезанного укропа. Перемешиваем. Также нам понадобится копченая колбаска. Колбасу нарезаем не крупно. Добавляем картошки. Теперь кубиком нарезаем 1 плавленый сырок. У меня со сливочным вкусом весом 70 грамм. Добавляем картошки. Перемешиваем. Форму для выпекания смазываем 1 столовой ложкой растительного рафинированного масла. Перекладываем картофель с колбасой и сыром. Накрываем фольгой и отправляем в духовку к рыбке на 15-20 минут. Смотрите по своей духовке. По истечении времени на крупной терке натираем 30 грамм сыра. У меня сметанный. Достаем картошку из духовки, при помощи шпажки проверяем ее на готовность, посыпаем сыром и отправляем в духовку еще буквально на 2 минутки, чтобы расплавился сыр. Аналогично поступаем с рыбкой. Минтай с овощами, запеченный в духовке, готов. Подаем к столу. Картошка тоже готова. Зовем родных и наслаждаемся. Дешевый минтай вкуснее лосося. Рецепт рыбы удивил всех моих гостей. Этому трюку меня научили друзья из Испании. Я всегда буду так готовить рыбу. Невероятно простой и доступный рецепт.
Вкусный рецепт рыбы из простых и доступных продуктов – отличная идея на обед или ужин, на каждый день или на праздничный стол. Рыба в духовке с овощами дешево и полезно. Минтай в духовке – самый вкусный рецепт. Лучше, чем жареная рыба. Готовить дома легко, просто и вкусно. Смотрите также вот эти мои рецепты. Я вам желаю приятного аппетита, хорошего настроения и всего самого наилучшего. Готовьте с удовольствием. Пока-пока.